Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами своими раскрасками, показать, что я раскрасила. Сегодня буду рассказывать о своей книжке «Таинственный сад» от Джоанны Бесфорд и покажу свои рисунки, то, что мне удалось раскрасить за последнее время. Обзор на эту книжку я уже делала, вы можете найти у меня на сайте, посмотреть, вот, кому интересно про саму книгу. Книга очень интересная, классная, с рисунками такими хорошими, мне она очень сильно нравится, вот. Она вот в такой обложке идет. Я начала ее раскрашивать. Я, в принципе, раскрасила и саму обложку глянцевую этой книги. Раскрашивать начала и саму книгу. Здесь я раскрашивала гелевыми ручками. Ну и, в принципе, вот начало моей работы, так скажем. Это первый рисунок, который я раскрасила при помощи карандашей. А также я раскрашивала гелевыми ручками некоторые части. То есть вот здесь обводочку я делала гелевыми ручками. Здесь я делала обводочку гелевыми ручками немецкой фирмы Штадлер. Тоже у меня есть о них видеообзор на сайте, можете посмотреть. Это вот мой первый рисунок. Вторую страницу, где мы указываем, кому принадлежит книга, я вот оформила тоже таким образом. Здесь я использовала только гелевые ручки, вот, но имя еще свое я здесь не написала. Вот. Первый рисунок в этой книжке я решила сделать на черном фоне. Вот такой у меня получился рисунок. Ночной сад. Здесь я использовала и гелевые ручки, использовала также фломастеры, а также я использовала карандаши. Карандаши фирмы Kohinoor, а также Faber-Castell. То есть у меня получился такой вот, видите, яркий, сочный рисунок благодаря и карандашам, и фломастерам, и гелевым ручкам. Это вот первая моя работа в этой книге. Здесь я тоже решила использовать, сделать черный фон. Тоже здесь я использовала гелевые ручки в основном. И в некоторых местах только карандаши. Захотелось мне тут сделать черный фон. Получился тоже такой вот яркий, сочный рисунок. Здесь я использовала уже и карандаши, и гелевые ручки. Гелевыми ручками в основном я делаю обводку. То есть я делаю вот обводку листьев, например, а потом я закрашиваю все уже карандашами. И здесь я сделала такой необычный фон при помощи двух карандашей фирмы Faber-Castell. Как я делала его, видео вы можете посмотреть на моем канале. И вот что у меня получилось. Тоже довольно такая сочная, яркая картинка. Вот. Тут, конечно, называется полет фантазии. Здесь я решила... Почему-то мне захотелось, наверное, в связи с осенью, с унынием, с дождями, захотелось сделать такую яркость. То есть я как бы раскрашивала здесь и фломастерами, и карандашами, и гелевыми ручками. Сова у меня получилась вот такая фиолетовая. Фон я сделала желтый. Вот. Ну и такие яркие листья. На втором рисунке я тоже делала необычный такой фон, зеленый, при помощи двух карандашей, темного и светлого. Вот. И листья раскрашивала где-то карандашами, где-то фломастерами. И получилась такая яркость. Тут я опять сделала черный фон на этом рисунке. Вот. Использовала я здесь только карандаши. И черный фон я делала при помощи гелевой ручки и фломастера. И вот у меня получился такой рисунок. Тут вот как раз два совенка. Я их тоже раскрасила гелевыми ручками. Ну а остальной весь рисунок... Это карандаши фирмы Faber-Castell. Получился тоже такой яркий, насыщенный рисунок. Тут я использовала карандаши и фломастеры. Сам фон я делала обычным карандашом фирмы Kohinoor. Получился вот такой вот голубой фон. Вот. А остальные листочки, я некоторые листочки делала фломастером, некоторые я делала карандашами. Но скажу вам честно, что, конечно, все-таки я буду стараться раскрашивать больше карандашами, потому что фломастерами не всегда ты можешь так вот. То есть, видите, здесь пробелы нельзя сделать. Отблески. Вот. Следующий рисунок вот такой вот. Я сделала сам рисунок, то есть я раскрасила пока цветы, а фон я еще не сделала. Фон я хочу сделать при помощи пастельных мелков фирмы Kohinoor, которые я недавно приобрела. И я запишу об этом видео, сам процесс, как я буду делать фон. Я хочу сделать его из трех цветов, желтый, зеленый и голубой. Вот. И в следующем видео я поделюсь с вами, как я это буду именно делать. Ну и следующее, что я раскрасила, что я успела раскрасить, это я пока сделала опять же фон. Вот, делаю черный фон. Это пока все, что я раскрасила в этой книге. Это книга, как я говорила, Джоанны Бесфорд «Таинственный сад». Вот. Остальные рисунки, которые я буду делать, работы, я буду с вами делиться и показывать, что же у меня получается.
Еще одна моя работа. Это рисунок из книги Татьяны Богемы Столовой. Я приобрела PDF-версию ее книжки. Мне очень нравятся ее рисунки, но, к сожалению, у нас не продаются ее книги. Я живу в Словакии, и купить ее книжку невозможно. Поэтому я приобрела на сайте на одном ее PDF-книгу. Вот, и распечатала несколько листков. Решила попробовать посмотреть, как получается. Мне очень понравилось раскрашивать. Тоже использовала здесь и гелевые ручки, использовала здесь карандаши. Это Faber-Castell, вот я делала ими, они нежно так ложатся на бумагу. У меня вот получился такой необычный рисунок. Сейчас я распечатала только несколько листков на пробу. Вот, я хочу посмотреть, как в дальнейшем у меня будет получаться. И потом, в принципе, распечатаю целую книгу уже. И буду рисовать и делиться с вами, показывать, какие результаты у меня получаются. Еще одна книжка Джаны Бесфорд, это «Магические джунгли». Вот, и здесь я тоже начала раскрашивать, но только начало. Поэтому немного еще успела. Вот, раскрасила первую страницу и раскрашивала только исключительно карандашами. То есть не применяла больше ничего, ни фломастеров, ни гелевых ручек. И получилось так нежно и так очень, ну, не знаю, приятно, как по моему мнению, очень красивый такой получился рисунок. Вот, здесь тоже вот я раскрасила эту сторону обычными карандашами пока. Здесь тоже вот такой у меня получилась такая раскраска. Ну и еще, по-моему, да, и вот здесь я начала листики раскрашивать. Вот, но это только начало. Мне, если честно, эта книга больше нравится, чем «Таинственный сад». Здесь рисунки такие, ну не знаю, она более, как по мне, она более красивая и как-то, мне кажется, более такая интересная. Но это кому как. Обзор на эту книгу я тоже делала, можете посмотреть у меня на сайте, кому интересно. Вот, когда я закончу ее или сделаю какие-то новые раскраски, я поделюсь обязательно с вами. Напишите, пожалуйста, в комментариях, или раскрашивали вы эти книги, нравятся ли они вам, свое мнение о них. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Ну а я в дальнейшем буду снимать новые видео, делать обзоры на арт-материалы и делиться с вами. Ну а сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.